В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. В очередной раз здравствуйте. 18-й день сезона продолжается, и давайте посмотрим оставшиеся команды на скоростное прохождение третий этап. И оставшиеся команды это у нас, в общем, все команды, кроме нелегендарных. Начнем с команды мерзости, то есть Яд Молния. У нас здесь обновление серьезное, да, это у нас новый эксклюзивный герой Яда, который меняет здесь правила, потому что она наносит очень быстро и очень много урона, тем более делает это по площади. Плюс ко всему в стихии Яда есть вот такой вот Теодор, такой замечательный гном, который у нас также замечательно ускоряет главного нашего ДД, у которого наибольшая атака. И он работает только здесь, потому что он работает от контроля, а контроль, соответственно, на боссов не работает нигде, но на дымков, которые есть только у Гарпии, он срабатывает. Ну и поэтому здесь у нас Теодор. Он у нас заливает, соответственно, Серпентемис. Серпентемис у меня здесь с таким сетом для того, чтобы быстрее заливать остальных, а они уже потом добивают, собственно, нашу Гарпию. И стан-сет я здесь использовал для того, чтобы, соответственно, контроль проходил. Ну, вот этот мифик для того, чтобы разлом и яды проходили наверняка. Твич у нас здесь увеличивает атаку, увеличивает урон, донатный артефакт не обязателен здесь, можно ставить любой другой. Теодор, как я уже говорил, да, он здесь только для того, чтобы заливать, ну и плюс я ему дал этот мифик, чтобы он атаку раздавал. И стан-сет, чтобы увеличить шансы, что контроль пройдет. Векана здесь вообще не нужна, я не знал, кого здесь поставить, и перебирал героев. Ну и один из боев был именно с Веканой. И так получилось, что они за 8 секунд справились. Вообще в Китае здесь использовали, насколько я помню, то ли Латера, то ли Ловкача. Ловкач подходит лучше всего. Тогда здесь ей не нужен будет вот этот сет, ей не нужно будет никого заливать, ей хватит самой урона для того, чтобы со своего удара замочить Гарпию. Ловкач нужен с артефактом. Если у вас есть Латер, но нету Ловкача с артефактом, то можно поставить Латера, можно разогнать Латера. У Серпентемис очень ранний старт, 10 секунд. Она может ускорить Латера, Теодор может ускорить Латера, и, соответственно, они могут начать очень рано. Плюс ко всему, здесь можно поставить, допустим, Джорна. И в Китае, таким образом, насколько я помню, за 7 секунд проходили. Питомца мы здесь выбираем, исходя из талантов и характеристик. Про Теодора вспомнил еще один человек, после того, как увидел меня, Влад, молодец. У него здесь есть Ловкач, у него есть Ловкач с артефактом, соответственно, у него урона очень много, и он за 7 секунд справился. И у него такая же схема, видим, что... Подождите, а действительно такая же схема, да? Прям один в один. Вещи, все то же самое. Интересно. Ну Twitch только другой, здесь вместо Векана с ключиком, а так, да, один в один. Интересно. И кот у него. Кот похож тоже. Блин, подожди, что происходит? Это точно его команда? Ну да, здесь Ловкач. Таланты одинаковые. Вот здесь вот непробужденный. Я уже испугался, думаю, что происходит? Они прям один в один, но только здесь Ловкач, и это другой человек. Ой, мне уже страшно стало. Теодор здесь вот такой. Ну, в общем, схема та же. Если у вас есть Ловкач, все будет у вас замечательно. И за 7 секунд меньше я не видел. Ну, вот так вот они стояли. Перебирал я бои, и в один из боев получилось так, что она стартовала. Обращайте внимание, когда она стартует. Самый лучший старт был на 5 секунде. То есть 0.355 она уже стартует. Это самый лучший старт, потому что он бывает очень разным. То есть на 7 секунду, на 6, на 8, на 9 даже бывает. Перебирайте бои, она должна стартануть очень рано. И тогда получается самый лучший бой. Ну, естественно, нашего Дуранга мы одеваем в крит шанс. Он единственный, кто необычно одевается среди героев Яда. Вообще, изначально я прошел Гарпию командой неустрашимых. И у меня получилось 11 секунд. Я вам эту команду тоже, неустрашимых, тоже скину. Я ее уже здесь затер вот этим новым результатом. Ну и больше здесь, собственно, посмотреть нечего, потому что все начали применять яд. Кто-то получше, кто-то похуже. Неустрашимые также здесь имеются. Но у них уже теперь далеко не самое лучшее время. Очень далеко, очень не самое лучшее. Ну и здесь как бы мало кто отбивал еще именно на скорость, поэтому смотреть дальше нечего. Свет и мрак. Ну то есть свет и тьма. Здесь у нас доминирует тьма. То есть с волком наперевес. Без волка здесь такое время, конечно, показать сложно будет. Точнее, наверное, невозможно. Итак, волк у нас полностью в урон, он одевается в атаку просвещенность. Таланты вы видите. Сейр здесь постольку-поскольку. У него чисто вспомогательная функция, поэтому, можно сказать, неважно, во что вы их одеваете. Главное, чтобы неуязвимость была, чтобы было время. Иначе Гарпия, да, уничтожит всех.
Аспальта в урон, максимально в урон, в классический урон, не просвещенно, здесь крит урон, крит шанс, атака и скорость атаки, если получится. И Дафна. Дафне тоже добавлял скорость атаки, чтобы они быстрее стартанули, и атаку тоже. Ну, если у вас есть хорошие вещи там на раздачу атаки, вот волку все отдавайте. Я имею в виду, раздавайте атаку так, чтобы волк получал эту атаку. Ну и, соответственно, Аспальта тоже. Тиамат здесь для того, чтобы снимать ослабление и накладывать массово накладывать разлом. Как я сказал, ослабление? Нет, усиление с босса снимать. Ну и кот у меня здесь один за всех. Бой происходит хаотично, расстановку, я не знаю, какая здесь оптимальная, оставил вот такую. Главное, чтобы они били ее, наверное, хотя люди ставили и на дымков. Дафна залезает в волка, ну и дальше вот так вот все происходит. По разлому уже бьет Аспальта, и они добивают. И видим, что я потерял там где-то секунду, по-моему, пока волк тут добивал. Можно сделать за 7 секунд, я видел за 7, за 6, по-моему, не видел. Причем пробуждение, насколько я помню, не важно, то есть просто волк справляется за то же самое время. Также здесь у нас есть, кто у него здесь? У него тоже волк на 10 секунд. Я хотел сказать про ауру. Аура здесь справлялась, насколько я помню, по-моему, секунд за 11 он Торесии плюс 5 справлялся. А здесь у него Лина плюс 5, я его не рассматриваю, 11 секунд. Верц, по-моему, вот, четвертая уже 13 секунд, но здесь есть Лина. Ну, Лину, мне кажется, можно заменить на того же, либо Джорна, потому что урона у нее будет с избытком, либо Джорна, либо, пускай даже связь стихии разорвется, либо Сагамира. Торесия здесь полностью в урон, то есть здесь никаких таких нюансов, просто берем команду максимум в урон. Ну и, соответственно, если можем добавить где-то ускорение, то добавляем, тогда у нас будет получше время. Видим, что он так и сделал, то есть дал Лине часы. И причем она у нас на заливке. Код у него здесь вот такой вот. Ну, больше здесь у нас никаких команд нету интересных. То есть это основные две. Если у вас нету никого из этих героев, да, основных, то есть Волка, либо Торесии, там, Санелизис, ну, можно использовать или Льванис, там, с артефактом, если она у вас есть. То есть хоть как-то пройти, вот это можно. Лед и огонь у нас, естественно, здесь представлен ледяным взрывом вместе с совой и, конечно же, с Джорном. Ну, тут гадалки не ходи, да. Другого здесь ничего не придумываешь. Единственное, что здесь можно поставить Этерил, но Этерил у меня нету. Здесь, по-моему, ставят Этерил вместо Зорака. Или еще вместо кого-то. Такой вот джин. Давайте посмотрим. Джорн у нас энергию дает по-разному, очень хаотично, поэтому перебираем бои и выискиваем самый лучший вариант. Джорн ходит первым, да, снимает усиление с Гарпи, затем уже все остальные, и как только Билдель первый раз ударит боевым, мы тут же включаем ее абсолютный навык, и потом она уже добивает вторым боевым. Ну, это все классическая схема, обычная. И все команды у нас здесь через Билдель, они плюс-минус одинаковые, ну и к тому же у нас здесь на скорости мало кто проходил. Вампир у нас здесь, давайте тоже со света начнем. 10 секунд, команда, естественно, с Торесией плюс 5 и Эстайон, это максимальный урон. То здесь никаких особенностей. Обычная команда с воронки. Он, я насколько помню, воронку бил такой командой и бьет до сих пор с Эстайон. Он здесь, по-моему, ничего не менял. У меня такой радости здесь нету. Я использовал Лину. Кстати, можно было Эстайон попробовать на самом деле. Ну, у меня здесь вторая. В общем, меня это время устраивает, и я не хочу сильно заморачиваться. Как я уже говорил, да, не будем здесь тратить слишком много времени. Ничего необычного, да, вампир там наносит урон довольно-таки посредственный, то есть целый цикл у нас спокойно есть, и его достаточно. Ну вот ходит, как всегда, видим. Порядок, кстати, был такой, что Торесия сходила под конец. Ну, кстати, это интересно. Может быть, я не так распределяю тайминги, и поэтому у меня так долго они разгоняются. Вот посмотрим, давайте. Бумц, затем разгоняет, и затем ходит вдвоем, правда, в разное время. И вот видим, какой огромный, да, у нас промежуток времени был, пару секунд, когда ничего не происходило. Ну, возможно, что я с аурой плохо справляюсь. Я не так давно играю, как в принципе и все, наверное, но я справляюсь хуже остальных, я так понимаю. Верц, ну, он, кстати, справляется с ней неплохо, он на воронке там выдает отличный результат, но здесь 12 секунд, здесь я его обошел. Ну и, собственно, здесь больше смотреть нечего, потому что все здесь одно и то же. Мерзость, то есть яд и молнии. Мои 9 секунд, классическая команда, да, с аскетом, с небесным. Таланты я здесь поменял, потому что толку от тех накопительных талантов нету, поэтому я поставил вот эти таланты, но они мне здесь не особо помогли, 9 секунд.
Настенке отдал часы, чтобы она быстрее стартовала, потому что там был большой запас по урону. Но время желательно было улучшить, поэтому отдал часы. Здесь у нас Судха, и маску я ей дал только для ускорения, чтобы она стартовала быстрее. То есть успевала за Настенкой. И Кульвида. Кульвиду я как-то быстренько прошел. Кукла у меня плюс 4, поэтому урона не то чтобы прям таки много. 9 секунд. Первое место. Та же самая схема. Единственное, что по снаряжению могут быть отличия. Раздача атаки, тоже часы. Ну да. Плохо придумывать что-то первому. Потому что, другие люди... Если ты делаешь это рано, то люди просто начинают за тобой повторять. Но делают это лучше, потому что они на подбор времени тратят. Здесь, кстати, он поставил голема, и возможно, что это дало ему небольшое преимущество. Да, 1 секунда. Ой, не 1 секунда, сколько там? Подождите-ка, у него ускорения нету? Нет, у него ускорения нету. Он начинает ходить 8 секунд. Хотя нет, подождите-ка. А зачем он голема поставил? Голем только на 10-ю секунду даст вот эту уязвимость. Не знаю, в общем, у него голем. Ну и все, здесь схемы получше вы не увидите. Кстати, пожалуйста, ядом 10 секунд. Ничего себе. Но здесь у нас лавкач, причем лавкач с артефактом, он дает очень много урона. Без него будет другой результат. Дуранго с часами, кстати, на заливке с этим кукольника. Давайте посмотрим. Отличный вариант на самом деле. Но опять же, да, с лавкачом. Без лавкача будет просто медленнее. Но они тоже справятся быстро. То есть можно использовать вариант, допустим, с той же Гарпи. Можно использовать на остальных боссов. Поэтому я яд и рекомендовал вот этот новый получать. Они закрывают много дисциплин. В том числе, как видим, скоростные тоже. И на боссах от них хороший урон. Уже появляется, смотрите-ка, уже появляется какое-то разнообразие в этих топах. А то у нас вечно одна команда и все. Топовая я имею в виду. А сейчас уже видим, что появляются какие-то варианты. Дальше смотреть здесь нечего. Лед и огонь. Сами понимаете, здесь у нас ледяной взрыв, и он с Джорном. Та же самая команда. Та же самая команда, что и везде. Ничего не изменено, то есть даже показывать нечего. Разные варианты. Здесь, правда, 5-я билдель. И он зачем-то неуязвимость с Эргандером. Причем разбил связь стихий. 13 секунд. Очень странно, но как есть. Но 13 секунд. 14 секунд. В общем... Здесь у нас смотреть нечего. Самый лучший вариант, самая лучшая команда, самый лучший вариант это вот с Джорном. Гнилая могила, она же жаба. Также начнем со света и тьмы, 10 секунд. Та же самая команда, которую я уже показывал, это у нас Таресия со Стоян. То есть тут даже смотреть нечего. Верц у нас 12 секунд, слиный вариант. У меня здесь целых 13 секунд. Тоже версия с слиной и второе пробуждение у меня. Но я быстрее никак не мог. У меня просто не хватает тупо урона. Поэтому я не знаю, как здесь ускорить их так, чтобы они и урона хватало, и чтобы они быстрее начинали. Не знаю. Кстати, версия с Сагамиром и Таресия, можно сказать, без пробуждений. Давайте мы ее посмотрим. Во-первых, я покажу вам снаряжение. Во-вторых, посмотрим, кого Сагамир своей морковкой кормит. Таресия, Анализис с ключиком и Линкас. Линкас в урон. Интересно, такого я не видел еще. Код. Так, расстановочка. Кого здесь Сагамир заливает? А ну-ка, хоп. Дианту. Потому что Анализис Таресию заливает, а Дианту получается Сагамир. То есть мы не теряем связь стихий и при этом ходим вместе, да, с ней. 13 секунд вполне себе неплохо. Ну и больше здесь смотреть нечего. Единственное, что давайте посмотрим все-таки его. Может быть, тут, как я уже говорил, да, есть большое значение в порядке, в ротации. И он здесь Анализис использует на Дианту. Здесь у Тареси очень большой запас по урону, так как она плюс 5. Да, он в конце ходит, после Линкаса. И посмотрите, сразу же выносит. Так. Я, получается, видимо, не знал, что это важно. Здесь больше смотреть нечего. Давайте смотреть дальше мерзость. 9 секунд. Та же самая команда, что я использовал на вампире. 9 секунд. То есть здесь показывать нечего. Вообще нечего. Все то же самое. Видим, та же маска, все то же самое. Товарищ Влад сделал то же самое, но сделал чуть-чуть похуже. У него здесь талантов нету пробужденных. Может быть, это мне помогло, не знаю. Верц здесь снова пошел через яд. Снова 10 секунд. Той же командой, что была до этого на вампире. Показывать не буду. 13 секунд. Здесь у нас вариант с Сагамиром.
без аскета, то есть связь стихий потеряна. Кукла плюс 0. На 4 секунды хуже результат, но он все равно очень неплохой. Давайте посмотрим. Таривол у нас с кукольника. Здесь у нас Сагамир. Полностью в ускорение видим. 2 кусочка сета одного другого поставил. Кукла у нас без артефакта. В общем, человек постарался. Кульвида у нас здесь на урон даже одета, вы посмотрите. Такое редко увидишь. Настенка. Такое ощущение, что эта проходка была не на скорость. Хотя нет, ну как, с Сагамиром не на скорость. И Джин. Будем смотреть. Сагамир у нас в Таривола морковку кидает, потому что Таривол, ну, очень медленный. Учитывая, что Таривол у нас на разломе, видим, да, вполне себе неплохо. Только мне кажется, вот выбор не очень хороший в Таривола. Таривол действительно очень медленный. И, может быть, стоило все-таки Настенку морковкой покормить, а на разлом поставить Кульвиду. Хотя Кульвида бы тогда не успела. Так может тогда в Кульвиду она бы дала ослабление, дала бы разлом. И если бы мы дали ей сет кукольника, то она бы еще и ускорила остальных. Ну не знаю. Можете попробовать. Ну и больше здесь смотреть нечего. Тут разные вариации, да, вот команды с куклой. То есть там больше героев поддержки, меньше героев поддержки. Выбирайте то, что есть у вас на аккаунте, и пробуйте. Тут достаточно на самом деле куклы одной. Да, конечно, это будет совсем другое время, но куклы одной достаточно. Если с Кульвидой, вообще замечательно. Если там кукла и Настенка, тоже пойдет. Если Настенка и Кульвида, тоже пойдет. То есть, сами понимаете. И давайте смотреть дальше. Лед и огонь. Здесь у нас, сами понимаете, та же самая команда Ледяного взрыва. Но здесь, как видим, да, есть уже отличия. Здесь у нас есть сундук. Я не знаю почему, но с сундуком получается лучше. У него хуже таланты, но с сундуком получается лучше. Обращу внимание, у него есть ускорение. Из-за того, что он замедляет нашу жабу, она отталкивает нас не в самый неудачный момент. И получается, что, в общем, что у нас получается лучше. Показывать здесь нечего, обычная команда. Обычная команда. Единственное, что давайте посмотрим, сам бой. Торнадо. Здесь у него без пробуждений все. Фредгунда на урон одета. Ой, Фредгунда я уже запутался. И здесь у нас Виньяр. 14 секунд. Заметно дольше, но все равно неплохо. Давайте посмотрим мою расстановку. Она здесь важна, кстати, да. Сундучок. Что-то я тут замедлил скорость боя, выжидая, пока шина сначала сходит, потом Фредгунда, а затем отключил Джорна, а затем сразу же хожу наша Билдель, а она тут же вырубает с одного удара. Получилось 9 секунд. Такой бой тоже выловить надо, потому что сильный удар, из-за там специфики вот этих ледяных кристаллов, накопления всего-то вот такого вот, он проходит не всегда. Так что перебирайте бои, если вам это не портит нервы. Ну и все, дальше пошли уже варианты с разным количеством и вариациями героев поддержки, то есть смотреть дальше нечего. Нечестивые руины. Снова начнем со света и тьмы. И снова у нас тот же человек с Эстаем, ничего не меняя, 10 секунд. И снова у нас здесь Верц с Линой, ничего не меняя, 11 секунд. И снова у нас вот этот товарищ, тоже с Линой, и 11 секунд. Возможно, я это поправлю. Хотя нет, навряд ли. Навряд ли, здесь уже разница 1 секунда. Я про то, что вот ротацию сегодня у него подсмотрел. Может быть, она имеет значение. Посмотрим. Так, Торнадо то же самое. С Сагамиром та вот версия, вот эту, которую мы смотрели. Ну и все. Есть даже вот за 30 секунд версия с Волком. То есть, да. В зависимости от того, что есть у вас на аккаунте, можно уже заниматься чем угодно, лишь бы здесь попасть в топ и забрать кое-какую награду. Ладно, смотрим дальше. Мерзость. Здесь у нас опять яд, что ли? Нет, снова у нас здесь та же команда, и он ничего не менял, и я ничего не менял, но он сделал это лучше. Обошел меня на повороте, используя мою же схему. Ну ладно, что ж, такая вот игра. Верц сделал это с помощью той же самой команды яда с ловкачом, 10 секунд. Инфернал у нас что тут делает? Ну это проходка не на скорость, это просто он прошел. Может быть он даже так и оставит, не знаю. Это команда с воронки. Здесь у нас такой вариант. В общем, здесь больше смотреть нечего, потому что получается либо яд, вот новая команда, либо неустрашимый вместе с небесным аскетом, либо с некоторым количеством героев поддержки.
Лед и огонь здесь снова, сами понимаете, у нас ледяной взрыв, я здесь ничего не менял, просто команда та же самая, но уже 10 секунд, чуть подольше, все-таки у Феникса там здоровья побольше, видимо, добивать пришлось. Верц у нас с Джорном пошел, он без пробуждений, но 15 секунд. Торнадо со своей Виньяры тоже здесь же, 17 секунд. Ну и так далее, то есть смотреть здесь больше нечего. И наш скелет, давайте посмотрим скелета. 11 секунд, вот, кстати, на скелете есть такая особенность. Здесь действительно нужен большой урон. И неважно, сколько у вас его, все, что у вас есть, здесь понадобится. И если у вас пробуждение не 5, допустим, то вы в любом случае справитесь хуже. Потому что здесь действительно нужен, как я уже сказал, запас по урону. Команда здесь обычная, через Лину. Почему? Потому что скелет у нас накладывает снижение урона, да, и чем он у вас выше, тем быстрее вы даже со снижением урона его пробьете. Я смог пробить его только за 13 секунд. Та же самая команда, насколько я помню, нет, без часов. Часы здесь, кстати, почему я убрал? Я здесь сам убрал часы. Почему я убрал часы? Если они слишком рано начнут, то Дианта сделает разлом. Вот где-то здесь, да, слишком рано, а здесь он просто этот разлом снимет. Естественно, у нас здесь урона уже никакого не будет. Так что здесь скорость важна, но учтите этот нюанс, потому что он может все испортить. В остальном обычная команда, то есть здесь ничего такого. То же самое здесь у всех остальных, то есть особенностей никаких нету, мы здесь давим в основном жиром. 17 секунд, та же самая версия с Сагамиром. Давайте посмотрим мою версию, по-моему 13 секунд это вполне себе неплохо, учитывая, что она у меня плюс 2. Ну да, у меня Лина, понятно. Вот видим, да, в первой половине ходит Таресия. Ну здесь не важно, когда она сходит, главное, когда сходят они у нас. Вот Дианта с Линкасом. И как только босс снимается свои ослабления, вот этот навык используя, тут же начинаем мы ходить. И дальше уже Таресия разгоняется и добивает по вот этим всем снижениям урона. И давайте посмотрим, как он с Сагамиром здесь сделал. То есть Сагамир заливает, мне кажется, слишком быстро. Давайте посмотрим. И возможно, что он ошибся. Нет, он не ошибся, он подождал. Он все сделал грамотно. Он подождал этого навыка, да, и сразу, как только он его использовал, он сходил. У него просто запаса урона не было. Все-таки у него Таресия не плюс 2, и это заметно меньше урона. И 17 секунд очень даже неплохо. Ну и, собственно, все. Мерзость, давайте посмотрим мерзость. 13 секунд, человек здесь справился, человек Влад. 13 секунд. У него здесь Судха с сопротивлением. Так, по-моему, он тоже повторил мою схему опять. Потому что до этого был я на первом месте, и я здесь первый, кто прошел той же самой командой без использования каких-то героев поддержки. Ну да, он просто повторил мою схему. Здесь у меня олень, но сделал это лучше, так что он молодец. И здесь главное, да, расстановку учтите, потому что Судха у меня здесь с сопротивлением. Правда, я не стал ребра использовать, у меня здесь маска. То есть я использовал ту же самую абсолютно команду, что и до этого. Она у меня справилась сразу, и я был доволен и ушел. Придется, наверное, обновлять результат. Здесь учтите расстановку. То есть они у нас ближники, и бить он будет по самому дальнему. И мы ставим на раздачу атаки Кульвиду. Вот так вот. А Судха здесь. И он будет бить по Судхе. Поэтому Судхе мы берем сопротивление. Вот так вот они располагаются. И смотрим. Сейчас он проверку кинет на Судху. Он уже кидал, да? Да, уже кидал. Ну, есть у меня небольшой запас по урону. И они успевают вполне себе. И настенка у меня здесь все так же с часами. То есть та же самая версия абсолютно команды, только у Судхи появилось сопротивление. Инфернал здесь справился за 14 секунд, он просто поставил команду с воронки. Вообще не парился человек. Правильно делал. Ну и все, больше смотреть нечего, то есть тут разные варианты с героями поддержки. Я думаю, что из того, что у вас есть, вы сможете, да, собрать что-то и пройти. Уж простите, если мы не легендарными проходим, да, последнюю сложность. Ну, наверное, уж как-нибудь вы пройдете. Ой, с легендарными героями. Уж, наверное, как-нибудь пройдете. Лед и огонь давайте посмотрим. Лед и огонь. Здесь у нас, кто бы вы могли подумать, опять ледяной взрыв. И, кстати, с сундуком. То есть это версия с жабы. Версия отличается только тем, что здесь есть сундук. Почему сундук? Сейчас мы в бою увидим. И, кстати, здесь еще отличается версия тем, что очень много неуязвимости появилось. Здесь неуязвимость. Здесь нету, он у нас толстый мужик. Кстати, у кого сопротивление? У него нету. Так, у кого сопротивление? Джорн. Неуязвимость. Обращаем внимание. Фредгунда. Неуязвимость. Обращаем внимание. Сопротивление. Вот она. Она принимает удар. Так, здесь обошелся я без неуязвимости. Сундук у нас позволяет ударить, пока у нас есть разлом. У нас шина ходит рано, насколько я помню. Давайте посмотрим. Расстановка вот такая вот.
Это чтобы Джорн доставал до всех. Ну, правда, до Фредгунда не достает. Ну, что поделать, что поделать. Ходит. Шина. Она успевает разлом накинуть. Он здесь немножечко откатывает его. Успевает пройти сильный урон от Билдель. Затем уже все остальные ходят. И здесь нам остается только его добить. Пускай без разлома, но видим, что здоровья оставалось мало. Даже учитывая его усиление на снижение урона, все равно мы его добиваем без проблем. Правда, там уже кто-то умирает, ну что поделать. Торнадо. Он здесь использовал Виньяру. Ну, здесь на 9 секунд все-таки дольше. Правда, у него Билдель +1. Ой, +0. Сова у нас обычный Авурон. Зорик у нас с сопротивлением с ребрами. Шина. И Виньяра с максимальным ускорением. И олень. Причем олень с блокировкой удара он поставил. Вивка 31 секунда. Здесь уже вариант с Орлом и Синареллом. Синарелла у нас здесь с желудем и вот такой вот орел. Почему здесь есть Синарелл, то есть вот это вот все, то есть желудь, потому что у нас все-таки и неуязвимость, кстати, обращу внимание, потому что здесь более одного цикла, да, у босса пройдет, соответственно, он будет бить очень больно. Поэтому вот так вот. Давайте посмотрим вот эту версию с Билдели с Виньярой. Хорошая версия, тут куча ускорения у Виньяры, она у нас здесь танкует. Откатывает. Правда, здесь откат работает не так, да, ну, то есть послабее. И промежутки у навыков очень маленькие. Ну, по сути, какой урон прошел за один удар. Отличный удар был. И здесь он успевает добивать, я так понимаю. Да, ровно, ровно. Хватает времени на то, чтобы его добить. 23 секунды, но босс не успел ни разу ударить. Из-за того, что Виньяра успевает 2 раза сбросить ему энергию. Ой, помню, мы вроде бы так же раньше играли, я уже забыл вот эти вот нюансы, сложности, да. Чем больше пробуждений, чем больше артефактов, там вот этого всего, донатных всяких. Ой, тем мы хуже начинаем играть, потому что расслабляемся. Ну, по крайней мере, я говорю про себя, про остальных не знаю. Ну и все, дальше смотреть нечего, потому что здесь будут разные варианты с наращиванием живучести, то есть с большим количеством героев поддержки. Все, с подземельями, все. И осталась у нас башня демона тени. Что здесь показывать, я честно не знаю, потому что я показывал это в прошлый раз. У нас здесь, кстати, он уже заменил ауру, у него уже Телендор +2, был, по-моему, +1, вариант с Линой. 35 тысяч, ничего себе. Но я еще не бил, Это у меня вариант еще сразу после прошлого этапа. В общем, здесь я еще пободаюсь. Код, который я выложу в видео, я выложу уже с новым результатом. И подпишу, сколько очков я набил. Ну нет, я покажу вам не только в коде результат, а покажу его здесь. Потому что, учитывая, что Влад у нас играет через ауру, это его основная команда, у него Торресия +5. Он уже очень долго держит топ-1, то есть у него связь стихий на свет, она прокачана. У него Телендор +2. У него 5 талантов пробужденных, но я его обогнал. Я его обогнал Телендором +1. Я поменял немножечко схему снаряжения. То есть я Лорентилю дал сет кукольника. Пускай он пропускает один цикл, потому что ходит слишком часто, да, то есть слишком быстро, чаще, чем 15 секунд. Это не важно. Главное, что он хоть какую-то заливку, то есть энергию дает. При этом Лину я одел в этот новый сет. С него все-таки очень много урона. 10% урона, 10% атаки. И еще вот эта вот вещь на 12% урона. И плюс ко всему, он еще и ускорение дает. Значит, она еще и ходить будет чаще. И щиты поддерживать почти весь бой, постоянно, потому что у нее есть еще вот этот талант на щиты. Так что получилось вот так вот. Больше я тут, по-моему, ничего не менял. Гладис я одел в урон. Здесь нагрудника хорошего не было, пришлось поставить вот этот. И у Телендора, вы обратите внимание, мышка опять снова самая лучшая. Плюс ко всему я ему добавил здесь еще немножечко атаки, видим, 4300 уже. И в итоге получился вот такой вот результат. И показывать здесь, собственно, нечего. То есть те варианты, которые я показывал в самом первом видео на этом сезоне, про команды с аурой и команду с Телендором, все осталось в силе. Мы просто обновляем снаряжение, то есть уже до мификов. Соответственно, прокачали связь стихий и таланты. Все, что изменилось. Так что здесь показывать нечего. И в топе у нас, естественно, аура и Телендор. В первую очередь Телендор, как видим. А дальше уже происходит всякая ерунда. Ну и ядом я здесь играл, новым ядом в Китае, и тоже получается довольно-таки слабо.
Я думал, что они хоть что-то здесь покажут. Нет, здесь они показывают довольно-таки посредственный результат на уровне всех остальных. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, был полезен. Всем удачи и всем пока.